Сегодня я буду вязать вот такой второй симпатичный следок. Для вязания следков беру три цвета нити: синяя, желтая и оранжевая. Спицы 2,5. Размер следков 23 или 24 сантиметра. На 37-38 размер обуви. Начинать буду вязать на 2 спицах с мыска. Набрала на спицы синей нитью 7 петель. Начинаю вязать с лицевой стороны мыска. Первый ряд. Первую петлю снимаю. Далее все лицевые. Последняя крайняя тоже лицевая. Во втором ряду начинаю прибавлять петли. Первую петлю снимаю. Следующую петлю провязываю. Потом делаю дополнительную петельку и одеваю ее на правую спицу. Дальше вяжу все лицевые. Не довязываю до конца 2 петли. Делаю петельку, потом провязываю 2 лицевые петли. Вязание повернула. Изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. Дальше все лицевые петли. Набранную петлю также провязываю лицевой за заднюю стенку. Прибавление петель на мыске делаю в лицевом ряду. В изнаночном ряду прибавления не делаю. Прибавление будет через ряд. Вязание повернула. Вяжу 4-й лицевой ряд мыска. Этот ряд будет с прибавками. Последнюю петлю в каждом ряду вяжу лицевой, а не так, как обычно, изнаночной. Так мне надо провязать 9 рядов. Закончить вязание в изнаночном ряду. На спицах должно быть 15 петель. Провязала 9 рядов. С 10-го буду вязать узор, но буду также прибавлять по одной петле с двух сторон. Первый ряд узора. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Прибавка. 5 петель синего цвета. Потом 1 петля желтого цвета.
5 петель синего цвета, прибавка. В конце ряда 2 лицевые петли. Вы можете вязать за мной все ряды, но можете сделать скрин узора жаккарда и вязать самостоятельно. Вязание повернула наизнанку. 11 ряд. Вяжу по рисунку лицевыми петлями. На спице уже 17 петель. Все изнаночные ряды вяжу по рисунку. Один ряд жаккарда – это 2 ряда вязания мыска, лицевой и изнаночный. Изнаночные ряды уже не буду показывать, чтобы не было слишком длинное видео. Они все вяжутся по рисунку. В 12 ряду также делаю прибавку. Это будет второй ряд жаккарда. Первую петлю снимаю, потом лицевая. Прибавка. 5 синих петель. Одна петля желтая. Новая нить, которой собираюсь вязать, всегда у меня проходит поверх старой. Одна синяя. Опять желтая. Пять синих лицевых. Прибавка одной петли. 2 лицевые синие. На спице у меня 19 петель. 13 изнаночный ряд вяжу по рисунку. Четные ряды узора – это изнаночные ряды. Нечетные – это лицевые ряды. Вяжу третий ряд жаккарда. Первую петлю снимаю. Одна лицевая. Прибавка одной петли.
5 синих лицевых, одна желтая петля, одна синяя, новая нить проходит поверх старой, одна желтая, опять одна синяя, и одна желтая. Пять синих петель. Всего в ряду 3 желтых петли. Прибавка одной петли. На спице у меня 21 петля. Закончу прибавлять, когда будет 27. Четвертый ряд узора. Первую петлю снимаю. Одна лицевая. Потом прибавка. 5 синих петель. Одна желтая петля. Одна синяя. Одна желтая. Одна синяя. Одна желтая петля. Одна синяя. Одна желтая. Пять лицевых синих. Одна прибавка. Две лицевые. Семнадцатый ряд вяжу по рисунку. Пятый ряд жаккарда. Первую петлю снимаю. Одна лицевая петля. Одна прибавка.
4 синих петель, 2 оранжевые петли, 1 синяя. Новая нить, которой собиралась вязать, проходила над остальными нитями. 1 желтая петля, 1 синяя, 1 желтая, 1 синяя лицевая петля, 1 желтая петля, 1 синяя, 2 петли оранжевые, до конца ряда 4 синих, прибавка, 1 лицевая, последняя тоже лицевая петля. В этом ряду делала прикрепы, чтобы не было больших протяжек. Покажу немного, как я вяжу изнаночный ряд. Новую нить, которой буду вязать, накладываю поверх остальных ниток. У меня на спице уже 25 петель. Надо будет еще в следующем ряду сделать одну прибавку. 6-й ряд жаккарда. Первую петлю снимаю. Прибавка. 4 лицевых петли. Одна оранжевая петля. Одна желтая. 2 оранжевые петли.
одна синяя, одна желтая петля, одна синяя, одна желтая, одна синяя петля, две оранжевых, одна желтая, одна оранжевая, четыре синих лицевых петли, в этом ряду последняя прибавка. Изнаночные ряды я не показываю. Они все вяжутся по рисунку. У меня 27 петель. Больше прибавлять петли не буду. Седьмой ряд узора. Первую петлю снимаю. 6 синих петель. Прибавки уже не делаю. Вязать мысок буду на 27 петлях. Четыре оранжевые петли. Две синие лицевые петли. Одна желтая петля. Две синие. Четыре оранжевые петли. Семь синих лицевых петель. Изнаночный ряд вяжу по рисунку. Восьмой ряд жаккардового узора. Первую петлю снимаю. 7 лицевых петель. Две оранжевые.
2 синие, одна желтая, одна синяя, одна желтая петля, 2 синие, две оранжевые, восемь синих лицевых петель. Изнаночный ряд вяжу по рисунку. Первую краевую снимаю, дальше лицевыми петлями. В 9 ряду начинаю вязать узор с 3 ряда по 8 ряд. Только не делаю прибавки. Необходимо провязать 14 рядов узора. Смотрите схему в следующем кадре. Синим обвела ряды, которые надо повторить. 14 ряд жаккардового узора вяжу как 8. С 9 по 14 ряд я повторила узор с 3 по 8. Провязано 36 рядов мыска. Теперь надо сделать повтор еще с 3 по 7 ряд. Это я свяжу 19 рядов узора или 46 рядов мыска. Смотрите схему в следующем кадре. Зеленым обведены те ряды, которые буду повторять второй раз. Провязала 19 рядов узора. Повторила узор жаккарда с 3 по 7 ряд. Последний ряд узора будем вязать вместе. Это 20 ряд. 48 ряд мыска. Первую петлю снимаю, 7 петель синих. Две оранжевые. Опять 7 петель синих. Оранжевую нить прикрепляю, чтобы не было большой протяжки.
2 оранжевые петли. Восемь синих петель. 48 ряд мыска — это 20 ряд узора. 49 изнаночный ряд вяжу по рисунку. Жаккардовый узор закончила вязать. 50 ряд и 51 изнаночный вяжу лицевыми петлями с синими нитками. Мысок закончила. Длина мыска 11 сантиметров, ширина 7 сантиметров. Закрываю на мыске 27 петель. Провязываю сначала 2 петли вместе. Потом возвращаю провязанную петлю на левую спицу и опять провязываю 2 вместе. Потом опять возвращаю петлю с правой спицы на левую и снова 2 вместе. Вот таким способом я закрываю. Последнюю петлю оставляю, так как с нее начну набор петель на мыске. На круговые спицы набираю по краю мыска петли. Потом перехожу набирать крючком. Можно набирать и без крючка. Набирать надо обязательно с лицевой стороны вязания. Бок правый 25 петель, центр 7 петель, левый 25 петель. Всего 57 петель. Начинаю вязание с изнаночной стороны работы. Первый ряд подъема. Набранные петли провязываю лицевыми за заднюю стенку. Так вяжу весь ряд. Второй ряд — это лицевая сторона. Беру в работу нитку травка и вяжу этот ряд.
Если у вас нет ниток травка, можно взять любую другую фактурную нить. А если нет никакой, то можно вязать теми нитками, которыми вязали мысок. Травкой я провяжу 2 ряда, второй ряд и третий изнаночный. Вяжите эти ряды подъема на свой вкус. Их будет 9 рядов. Третий изнаночный ряд также вяжу травкой. Последующие ряды подъема с 4 по 9 вяжу основным синим цветом. Подъем я связала. Теперь перехожу вязать подошву. На мыске отмечаю 7 центральных петель. С правой стороны провязываю 25 боковых петель. Довязала до первой петли мыска. Маркер переснимаю на правую спицу. Он мне еще будет нужен. Начинаю отсчет подошвы. Вяжу первый ряд. Первый ряд 6 лицевых петель. Довязала до последней, 7 петли. Снимаю маркер. Последнюю 7 петлю провязываю 2 вместе с боковой петлей. Вязание повернула. Второй ряд подошвы. Первую петлю сняла. Сделала дополнительную петельку, как в начале мыска. Далее вяжу все лицевые петли. Прибавлять петли на подошве буду только на изнаночной стороне. Потом делаю прибавку в конце ряда перед последней петлей. Последнюю петлю перевожу на левую спицу и провязываю лицевой петлей вместе с боковой. Маркеры больше не нужны. Петли подошвы четко видны. Повернула вязание на лицевую сторону. Вяжу третий ряд подошвы как первый, без прибавки.
Теперь у меня на подошве первоначальные 7 петель плюс 2, которые добавила. Итого 9 петель. Таким образом, буду расширять подошву до 17 петель. После того, как закончила расширять подошву, продолжаю ее вязать без прибавок. Так вяжу, пока не уберу все боковые петли в подошву. Провязала все боковые петли в подошву. На спице у меня 17 петель подошвы. Теперь буду вязать еще один лицевой ряд. Ширина моего следка 9,5 сантиметров. Отмечаю центр мыска маркером. Теперь с каждой стороны с помощью крючка буду набирать по 18 петель. Набирать надо с лицевой стороны. Вязание поворачиваю. С изнаночной стороны первую петлю снимаю. Дальше вяжу 18 набранных петель боковой части. Потом вяжу подошву 17 петель. На спице у меня 35 петель. Вязание повернула на лицевую сторону. Теперь набираю петли на второй боковушке. Обязательно с лицевой стороны. Набираю также крючком. Набрать надо, как и на первой боковушке, 18 петель. В работу беру 4 спицы, номер 3. На первую вяжу 18 набранных петель. Первую петлю снимаю. Дальше лицевые петли.
На вторую спицу вяжу 17 петель подошвы, также лицевыми петлями. На третью спицу провязываю 18 набранных петель второй боковушки. На третьей спице последняя петля изнаночная. Теперь у меня на двух боковых частях по 18 петель, в центре на третьей 17 петель. Всего 53 петли. Первый ряд боковых частей с подошвой. Первую петлю снимаю, потом все лицевые петли. Перед тем, как вязать узор, провязываю один изнаночный ряд. Боковую часть слитков буду вязать поворотными рядами. Последняя петля изнаночная. Вязание повернула на лицевую сторону. С этого ряда буду вязать узор ленивый жаккард. Количество петель должно делиться на 4, плюс 1 петля для симметрии. Высота 4 ряда. Краевую петлю снимаю. Потом вяжу одну лицевую петлю, так как для узора мне надо 16 петель. Далее одну петлю снимаю. 3 лицевые петли. Повторяю так на всей спице. На второй у меня 17 петель. Вяжу по раппорту, как на первой спице. Одну снимаю, 3 лицевые петли. Последняя петля на второй спице будет снятая. Для удобства я ее переношу на третью спицу. Одна петля уже есть снятая. Теперь 3 петли провязываю лицевыми. Дальше раппорт. Одну снимаю, 3 лицевые петли. Так вяжу, не довязывая 3 петли до конца ряда. Не довязала 3 петли. Теперь одну петлю снимаю. Она для симметрии узора. Вторую провязываю лицевой. И последняя петля краевая изнаночная. В узоре будет участвовать 49 петель. Первую краевую снимаю.
Вторую провязываю изнаночной петлей. Далее вяжу по рисунку. Снятые петли также снимаю, как и снимала на лицевой стороне. Над изнаночными петлями изнаночные. Рабочая нить должна идти поверх снятых петель. В конце ряда не довязываю 2 петли. Одну петлю вяжу изнаночной, а последняя краевая вяжу ее изнаночной. Третий ряд. Беру в работу оранжевую нить. Одну крайнюю петлю не снимаю, так как ввожу в работу новую нить. Провязываю ее лицевой. Следующая петля тоже лицевая. В начале узора 2 лицевые петли. Потом повторяю раппорт. Одну петлю снять, 3 лицевые. Так вяжу на всех спицах. На последней, в конце ряда, вяжу 2 лицевые для симметрии, которые не входили в раппорт. Потом 1 лицевая и 1 краевая изнаночная. Вязание повернула и вяжу 4-й ряд. 4-й ряд, как 2-й ряд, вяжется по рисунку. Только обязательно после краевой первой петлей и перед краевой последней всегда вяжу по 1 изнаночной петли. Снятые петли в предыдущем ряду тоже снимаю. Теперь надо начинать с 1-го ряда. 5-й ряд вяжу как 1-й. Но так как у меня в работе добавляется желтая нить, то я этот ряд покажу, как вязать. Повернула вязание. 6-й ряд вяжу как 2-й. Это изнаночный ряд. Седьмой ряд вяжу его как 3-й. Когда вяжешь 3 петли после снятой на лицевой стороне, то петля другого цвета всегда вторая посередине.
Чередуя цвета, вяжу боковые части с подошвой до пятки. Очередность такая: 2 ряда синего, 2 ряда оранжевого, 2 ряда желтого. Потом опять один ряд синего цвета. Изнаночный ряд вяжу, как все изнаночные ряды. Провязала 38 рядов узора. Полностью раппорт не провязала. Обрезаю желтую и оранжевую нити. Теперь мне надо 2 ряда провязать лицевыми петлями на лицевой и изнаночной стороне. Провязала. Длина боковой части от мыска 9 сантиметров. Ширина боковой части с подошвой 18 сантиметров. Буду переходить вязать пятку. На первой спице у меня 18 петель. На средней 16 петель. На третьей 19 петель. Перевожу со второй средней спицы на первую одну петлю. И там также будет 19 петель. На средней, где буду вязать пятку, 15 петель. Первый ряд пятки. Все петли на первой спице вяжу лицевыми петлями. Дошла до второй. На второй буду вязать пятку. Вяжу лицевыми петлями, не довязывая одну петлю. Одну спицу отложила в сторону. Буду вязать на 3. Последнюю петлю провязываю вместе с боковой петлей за заднюю стенку. Повернула вязание, второй изнаночный ряд пятки. Первую петлю сняла. Вяжу весь ряд лицевыми петлями. Отложила в сторону еще одну спицу и буду пятку вязать на 2. Потом 2 вместе. Одну петлю центра и одну петлю боковой части. Вяжу их изнаночной петлей. Третий лицевой ряд повторяю как первый. Две петли в конце
вместе по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной стороне изнаночной петлей. Закрываю в каждом ряду по одной петле с одной стороны. Продолжаю так вязать до тех пор, пока на боковых частях не останется петель. Пятку закончила вязать. Теперь надо закрыть все 15 пяточных петель. Закрываю таким способом, как закрывала на мыске. Сначала 2 вместе, потом возвращаю провязанную петлю на левую спицу и опять провязываю 2 вместе. Одна петля возвращенная, вторая та, которая была на спице. Оставила большую петельку. Длина до пятки 20 сантиметров. Вместе с пяткой 23 сантиметра. Пятку вязать закончила. Перехожу к обвязке верха слитков. На спице 2,5 набираю петли для обвязки. По кругу набираю на 4 спицы. На каждую по 15 петель. Всего у меня будет 60 петель. Первый ряд обвязки по кругу. Все петли вяжу лицевыми за заднюю стенку. Начало вязания отметила маркером. Второй ряд буду вязать резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Манжет у меня будет с отворотом. Поэтому вяжу резинкой 1 на 1 примерно 5,5-6 сантиметров. Провязала 22 ряда. Манжета 6 сантиметров. Основную синюю нить отрезаю. Беру нить травка и вяжу еще 2 ряда. Третий ряд провязываю тоже травкой, но только с внутренней стороны слитка.
Закрываю петли с внутренней стороны. Закрываю так, как закрывала на мыске и на пятке. Слитки связала. Спасибо за внимание. Жду вас в следующих видео. Всего вам доброго.